Друзья, привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы будем готовить торт рустик рататуй. Почему рататуй? Потому что все овощи мы будем использовать как в рататуе. И тесто у нас будет очень уникальное. Вместо сливочного масла мы будем использовать только оливковое масло. Поэтому, если вы поститесь, запоминайте обязательно рецепт этого теста, и с ним вы можете делать любые овощные пироги. Оно очень вкусное. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Начинаем мы с приготовления теста. Для этого нам нужно смешать 100 грамм пшеничной муки и 100 грамм цельнозерновой муки. Далее добавляем 1 чайную ложку соли и 2 чайные ложки смеси прованские травы. Хорошо перемешиваем все ингредиенты. Добавляем 1 яйцо, 60 мл оливкового масла Extra Virgin, перемешиваем ингредиенты. Обычно, когда мы делаем такой вид теста со сливочным маслом, мы должны растереть масло с мукой в крошку. Здесь у нас такой же принцип, только сначала мы перемешиваем ингредиенты лопаткой, а далее уже работаем руками и растираем также тесто в крошку. Теперь вручную растираем тесто в мелкую крошку. Посмотрите, какое рассыпчатое оно получилось. Теперь добавляем небольшое количество холодной воды, буквально 2 столовых ложки, и перемешиваем тесто. Если жидкости недостаточно и тесто не слипается в шар, можно добавить еще небольшое количество воды и уже собираем тесто в шар. Немного надавливаем на тесто, спрессовываем его, чтобы оно лучше формовалось. Делаем сначала форму шара, а затем немножко его делаем плоским. Далее заворачиваем в пленку, либо убираем в пластиковый пакет и отправляем в холодильник минимум на 30 минут, а лучше на час. Кстати, такое тесто вы можете предварительно сделать и хранить его в холодильнике или в морозилке. Пока тесто у нас отдыхает в холодильнике, займемся подготовкой овощей. Цукини большого размера я очистила от кожуры и нарезаю вот такими кружочками, толщиной примерно 0,5 см. Я буду использовать мини-сладкие перцы, также их очищаю от внутренних семечек и разрезаю напополам. Конечно, вы можете использовать те перцы, которые у вас есть, и разрезать их просто на порционные кусочки, которые будут такой же формы, как и все остальные наши овощи.
Далее я буду использовать также мини-баклажаны. Посмотрите, какие они маленькие. Я их очищаю и нарезаю кружочками такого же диаметра, как и цукини. Вот эти совсем маленькие баклажаны я разрежу совсем по-другому, не кружочками, а просто на 3-4 части. Толщина примерно такая же, как и у цукини, 0,5 сантиметров. Баклажаны я уже нарезала. Старайтесь, чтобы все овощи имели примерно одинаковую форму и толщину. Высыпаю их к смеси перца и кабачка. Посыпаю солью. Добавляю смесь прованских трав. Вы можете использовать любые травы по вашему вкусу. Хорошо перемешиваем все ингредиенты. Далее поливаю овощи оливковым маслом Extra Virgin. Хорошо перемешиваю, чтобы масло распределилось равномерно по всем овощам. Таким образом, когда мы их будем запекать, они не будут пересыхать. Далее выкладываю овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой. Распределяю равномерно в один слой. Дополнительно можно еще немного посолить овощи, и далее мы будем запекать в предварительно разогретой духовке на 200 градусов 20 минут. Теперь подготовим остальные ингредиенты. Томаты нам нужно нарезать такими же кусочками примерно, как и остальные овощи. Как вы видите, я использую сладкие томаты черри. Они не дают много сока, и это будет идеально, потому что тесто я хочу, чтобы оставалось хрустящим. Перекладываем томаты в чашу, в которой были уже овощи. В ней остались остатки оливкового масла и приправ, и это замечательно для наших томатов. Также добавляем прованские травы. Соль мы добавлять не будем, чтобы помидоры не выделяли сок. Перемешиваем. Также я буду использовать сыр. Это моцарелла для пиццы. Она более плотная, нежели чем просто моцарелла фьорде латте. Нарезаю ее вот такими кусочками. Вы можете использовать любой мягкий сыр, который вам нравится, либо не использовать сыр вообще. Кусочки сыра я стараюсь нарезать в соответствии нашим овощам. Наши овощи прекрасно запеклись, они стали более мягкие, и это стадия полуготовности. Оставляем их остывать, и теперь займемся тестом. Расстилаем лист пергаментной бумаги,
Зафиксируйте края, чтобы оно не скатывалось. Посыпаем обильно пшеничной мукой. Достаем тесто из холодильника и выкладываем на пергаментную бумагу по центру. Также присыпаем активно пшеничной мукой. Сверху для удобства накрываем еще одним листом пергаментной бумаги. Вот увидите, таким образом раскатывать тесто очень легко и приятно. Раскатываем тесто равномерно, аккуратно, создавая форму круга. Присыпьте еще дополнительно мукой, чтобы тесто не прилипало. Толщина теста должна быть 0,5 см или меньше. Если вы любите более объемное тесто или переживаете за то, что оно может порваться, то тогда делайте его просто потолще. При такой технологии с тестом просто потрясающе приятно работать. Оно не липнет к скалке. И вот какое оно прекрасное у нас получилось. Посмотрите. Выпекать я буду на решетке, застеленной силиконовым ковриком. Это очень удобно, и результат получается очень хороший. Таким образом тесто больше вентилируется со всех сторон, и оно остается хрустящим и очень хорошо пропекается. Вот таким образом, распределив тарелку по центру и очертив ножом круг, мы определяем зону, куда мы будем выкладывать нашу начинку. Свободный край в последующем послужит бортиком для нашего тарта. Далее я решила добавить небольшое количество рикотты. Это все по желанию. Если хотите, вы можете также ее использовать. Она будет придавать дополнительно сливочный вкус. Вот таким образом я ее выкладываю. Также я использую небольшое количество пассаты из томатов. Вы можете заменить ее соусом для пиццы или для пасты, готовый, который можно купить в банке, либо вообще не использовать. Также обязательно я добавляю листики свежего базилика. А теперь мы будем выкладывать наши уже остывшие овощи. Овощи я буду выкладывать абсолютно произвольным образом, перемешивая их между собой, дополняя листиками базилика и обязательно сыром. Дайте волю своей фантазии, наслаждайтесь созданием красоты. Пусть это выглядит хаотично. Кто сказал, что в еде должны быть какие-то правила?
Мой совет: не используйте слишком много томатов, потому что томаты все равно будут давать сок. И таким образом тесто будет немножко мокнуть, поэтому лучше положить больше других овощей, нежели чем томатов. Добавляю еще дополнительно листья базилика. Еще совсем немного сверху добавлю пассаты. Посыпаю небольшим количеством соли и подворачиваю аккуратно край. Вот таким образом это сделать очень легко, поэтому очень важно в самом начале лист пергаментной бумаги хорошо обработать мукой. Обязательно нужно, чтобы тесто нигде не порвалось. Придавайте ему вот так форму. А таким образом можно скорректировать бортик, если у вас где-то недостаточно теста. Вот наш тарт-рустик практически готов. Теперь нам нужно будет его запечь в предварительно разогретой духовке на 200 градусов в течение 40-50 минут. Запекаем на нижнем уровне духовки до золотистой корочки. Вот такой потрясающе красивый, разноцветный, с хрустящей корочкой у нас получился тарт-рустик рататуй. А теперь давайте посмотрим, как мы его будем разрезать. Кстати, сервировать вы его можете с листьями салата, либо с овощным салатом. Это очень вкусно, просто невероятно вкусно. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!